следующем разделе доктор Георг Харрер объясняет структуру и механику различных по форме и функции участков фасции, механизм их повреждения и условия, необходимые для их восстановления. Триггерный тяж он представляет как разрыв поперечных связей, то есть анатомический дефект между соседними продольными коллагеновыми волокнами, возникающий в результате воздействия избыточных сдвиговых сил. И сообщает, что нарушенные связи постепенно восстанавливаются активируемыми травмой фибробластами, и что иммобилизация в такой ситуации приводит к образованию спаек, то есть формированию нефизиологических связей между соседними изначально независимыми друг от друга структурами. Говоря о гладкой фасции, но не называя ее этим именем, который в своих работах доктор Типальдос относил к серозной синовиальной оболочке, напомню тем, кто знал, но забыл, что они выстилают внутренние полости нашего тела, продуцируют в них и эвакуируют обратно специфическую жидкость, обладающую тиксотропными свойствами. Доктор Харрер предлагает свой вариант. Определяет ее как структуру, ограничивающую объем полостей, их герметичную стенку. Исходя из этого, он представляет грыжу триггерной точки как грыжу. С тем, что HTP – это грыжа, я согласен, мы даже визуализировали ее. Ссылка на статью под видео. Но есть нюанс. Гладкая фасция в контексте грыжи триггерной точки, серозная оболочка, ущемляется, а не ущемляет. Объясняя концепцию континуум-дисторсии, доктор Харрер пересказывает теорию фасциальной непрерывности доктора Типальдоса, согласно которой волокнистая соединительная ткань тела едина и непрерывна, но на разных участках имеет разную форму, состав и количество компонентов. Области перехода между участками фасции разных физических свойств эластичны. То есть в здоровом состоянии, в зависимости от механического стимула, могут трансформироваться, приобретая свойства то одной, то другой формы фасции, которые соединяются через нее. Собственно, потерю переходной зоны способности такой механозависимой динамичности и соответствующей этой дисфункции симптоматики Георг, как и сам доктор Типальдос, определяет как континуум-дисторсию. Таким образом, доктор Харрер просто пересказывает соответствующую главу учебно-методического пособия доктора Типальдоса без отсылки к каким-либо научным исследованиям, посвященным каким-либо аспектам энтезов и энтезопатии. Фолдинг-дисторсию доктор Георг Харрер описывает бескомпромиссно-аллегорически, то есть через смятую гармошку. При том, что в большинстве публикаций доктор Типальдос прибегал для объяснения фолдинг-дисторсии к этой аллегории, но статья Introducing the Facial Distortion Model в журнале Американской академии остеопатии 1994 года им было опубликовано более реалистичное с позиции морфологов и физиологов описание поражения участков фасции, подвижно соединяющих кости. Я о нем уже рассказывал. Забыли? Вот, видимо, и доктор Георг Харрер забыл, когда писал эту статью. Или не знал, или проигнорировал. К цилиндрической фасции Георг относит кожу, а именно ее дермальный слой, плотную волокнистую неоформленную соединительную ткань, согласно определению гистолога. Он представляет ее как множество независимых спиралей, окутывающих тело в физиологическом состоянии, то есть свободно скользя друг относительно друга, определяющих равномерную эластичность кожи. При воздействии сверхпороговой компрессии или преобразовании спайки с рассоединенными продольными волокнами, то есть триггерным тяжом, спирали утрачивают свободу движения, что проявляется дискомфортом, ассоциируемым с цилиндрической дисторсией. Позволю себе объяснить это мнение тем, что в то время доктор Харрер еще не ознакомился с содержанием статьи доктора Типальдоса «Цилиндрические дисторсии», опубликованную Барри Олдхэмом в 1995 году в его электронном журнале Still Alive и включенную доктором Типальдосом в сборник «Тетрадь» ноутбук 1994 года после его смерти, распространенного Матч Кастон, с ее слов без уточнения когда, среди лидеров ФДМ-сообщества. Тектоническую фиксацию доктор Харрер представляет как дефицит синовиальной жидкости, проявляющийся тугоподвижностью и ограничением объема движения в регионе во всех плоскостях, спровоцированной иммобилизацией, и заявляет, что восстановление циркуляции жидкости происходит во время движения. Озвучу тут два момента.
Георг отмечает, что тектоническая фиксация является осложнением других дисторсий, Но также говорит, что ее причиной может быть и иммобилизация. но мне сложно представить иммобилизацию вне травмы, разве что пеленание младенцев, и допускает возникновение тектонической фиксации в сухожильных влагалищах.